Всем привет! Вы смотрите канал Хлам Знаний, а значит, пришло время узнать что-то новое и интересное. Сегодня я расскажу несколько малоизвестных и удивительных фактов о гражданской авиации. Вы узнаете их тайны туалетов и кухни, что означают коды в билетах и как выбор места может спасти вам жизнь. Есть ли смысл покупать премиум-класс? Как открывать запертые двери? Как спасаются пилоты от конфликтов внутри экипажа и многое другое. И раскрою несколько секретов, о которых не говорят пассажирам. Поэтому запасайтесь чаем, вкусняшками и усаживайтесь поудобнее. Все будет, как вы любите. Подробно, не скучно и познавательно. Вам снова будет о чем рассказать компании друзей и удивить их своей эрудицией. Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые пассажиры так спешат встать в очередь на посадку? Как будто от этого самолет взлетит быстрее, не правда ли? Оказывается, в этой спешке нет особого смысла. Большинство авиакомпаний заранее назначают места, а если ваша ручная кладь не слишком габаритная, можно спокойно подождать окончания очереди. И вместо того, чтобы толкаться локтями в душном проходе, вы можете спокойно посидеть в удобном кресле аэропорта, попивая кофе и наблюдая за суетой других пассажиров. А когда основной поток схлынет, вы неспешно пройдете на борт и займете свое место. Кстати, о местах. Вы знали, что некоторые авиакомпании специально оставляют несколько мест незанятыми? Это делается на случай, если понадобится рассадить буйных пассажиров или тех, кто не ладит с соседями. А теперь давайте поговорим о вашем посадочном талоне. Казалось бы, обычный кусочек бумаги, но на самом деле это настоящий кладезь информации о вас. Шестизначный буквенно-цифровой код на нем содержит данные о вашем маршруте, дате рождения и даже паспортные данные. Представьте, что этот маленький билетик как ключ к сейфу с вашими личными данными. Поэтому никогда не выбрасывайте билеты в общественных местах. Кстати, о безопасности. Если вы увидите на своем билете 4 загадочные буквы «С», приготовьтесь к дополнительному досмотру. Этот код означает «выбран для вторичного осмотра». Не пугайтесь, это обычная процедура для подозрительных, по мнению службы безопасности пассажиров. Но что может сделать вас подозрительным? Это может быть покупка билета в один конец, оплата наличными, частные поездки в определенные страны или просто случайный выбор системы. Как вы думаете, что может представлять наибольшую опасность для железного гиганта, весящего более 70 тонн? Может быть, другие самолеты? Или, возможно, сильные ветра? А вот и нет. Как ни странно, это птицы. Ежегодно происходит более 13 тысяч столкновений самолетов с пернатыми только в США. Это может привести к серьезным повреждениям двигателей. Представьте себе, вы пилот огромного лайнера. Вы управляете машиной стоимостью в сотни миллионов долларов, несете ответственность за жизни сотен пассажиров. И вдруг, пам, в ваш двигатель влетает стая голубей. Звучит как сюжет для фильма «Катастрофы», не так ли? Но это реальность, с которой сталкиваются пилоты. Аэропорты прибегают к самым необычным методам борьбы с птицами. В Вирджинии, например, стреляют холостыми из пушки, чтобы отпугнуть их. Представьте себе картину. Мирный аэропорт, и вдруг бабах! Раздается пушечный выстрел. Пассажиры в панике, а птицы в ужасе разлетаются. А в Солт-Лейк-Сити на помощь призвали свиней. Да-да, вы не ослышались, настоящих хрюкающих свиней. Они с удовольствием поедают яйца птиц, снижая их популяцию вокруг аэропорта. Представьте себе эту идеалистическую картину. Взлетно-посадочная полоса, а рядом мирно пасутся свиньи, выполняя свою важную миссию по защите самолетов. А некоторые аэропорты просто засыпают окрестные пруды или заменяют траву гравием. Но не только птицы доставляют хлопоты авиаторам. Град размером с мяч для гольфа может серьезно повредить обшивку самолета. Представьте себе, как эти ледяные ядра барабанят по корпусу самолета. Звучит жутковато, не правда ли? А что насчет молний? Поверьте, они бьют самолеты чаще, чем вы думаете. Примерно раз в год в каждый лайнер. Но не волнуйтесь, современные самолеты отлично защищены от этой напасти. Они проводят электрический разряд по внешней обшивке. Так что, если во время полета вы увидите за иллюминатором вспышку молнии, не паникуйте. Скорее всего,
вы даже не почувствуете удара. Тайны туалетов и кухни. Дверь туалета можно легко открыть, даже если там кто-то есть. Раз мы уже заговорили о летающих туалетах, то я почти уверен, что вы не знали о тайном способе открыть уборную в самолете снаружи. Обычно наружные замки спрятаны за табличкой «Туалет», как на этом фото, и бортпроводники используют их в случае необходимости. Надо просто поднять значок и сдвинуть ручку в незапертое положение. Теперь перейдем к более деликатной теме. Вы когда-нибудь задумывались, куда девается содержимое туалетов в самолете? Многие пассажиры верят в миф, что это все просто выбрасывается за борт. Представьте себе эту картину. Гуляете вы в живописном месте, любуетесь видами, а тут бац, и с неба падает. Ну вы поняли. К счастью, это не так. На самом деле все отходы собираются в специальный резервуар с дезинфицирующим средством. Этот резервуар опустошается только после посадки специальными службами аэропорта. Так что можете спокойно пользоваться туалетом во время полета. Вы не причините вреда ни окружающей среде, ни случайным прохожим внизу. Однако, иногда случаются курьезы. Известны случаи падения так называемых голубых метеоритов, замерзших кусков этой малоприятной смеси. Как же это происходит? Иногда в системе туалетов образуется небольшая утечка. Жидкость вытекает наружу и моментально замерзает в холодном воздухе на большой высоте. Постепенно этот кусок льда растет, пока не отваливается от самолета. К счастью, это редкость. Но если вы увидите упавший с неба голубой лед, не пытайтесь его попробовать. Вам точно не понравится, просто поверьте. Еще один интересный миф связан с туалетами в самолетах. Многие боятся, что их может засосать при смыве. Успокойтесь, это невозможно. Хотя система смыва в самолете и использует вакуумный насос, он не настолько мощный, чтобы представлять опасность для пассажиров. А теперь давайте поговорим о еде в самолетах. Знаете ли вы, почему она кажется такой невкусной? Дело не в поварах, а в нашей физиологии. На высоте из-за низкой влажности наши вкусовые рецепторы работают хуже. В салоне самолета влажность воздуха достигает 10%. Носовые пазухи обезвоживаются, и это влияет на восприятие вкуса и запаха. Через некоторое время в салоне способность языка почувствовать сладкий вкус опускается на 15-20%, а соленый притупляется на 20-30%. Некоторые авиакомпании пытаются компенсировать это, добавляя больше соли или сахара в блюдо. Другие экспериментируют с острыми специями и ароматными травами, чтобы усилить вкус. Интересно, что самым популярным напитком на борту является томатный сок. Многие отмечают, что его вкус на высоте кажется более ярким и насыщенным. Интересный факт. Если надеть наушники с шумоподавлением, еда покажется вкуснее. Дело в том, что громкий шум негативно влияет на наше восприятие вкуса. Ученые даже провели эксперимент. Они давали людям одинаковую еду в тихой комнате и в помещении с громким белым шумом, имитирующим звук самолета. И что вы думаете? В шумной обстановке еда казалась менее сладкой и менее соленой. Еще один интересный факт. В самолете действительно пьянеешь быстрее, чем на земле. Прежде всего это связано с тем, что на борту поддерживается давление воздуха, эквивалентное высоте примерно 1800-2400 метров над уровнем моря, снижая уровень кислорода в крови и усиливает эффект алкоголя на организм. А еще воздух сухой, что приводит к обезвоживанию и, как следствие, усугубляет действие спиртов. 1 стакан в небе равен 2 на земле. Это не просто красивая фраза. Так что, если вы решили немного расслабиться во время полета, будьте осторожны. Можете приземлиться раньше, чем самолет. Важно знать, что пить в самолете лучше только бутилированную воду. Повышенное внимание к проблеме грязной воды в самолетах стали уделять после скандального исследования в 2002 году. Оказалось, что образцы воды с бортов 14 наиболее известных авиалиний в сотни раз превышали установленные нормы по числу бактерий. Большинство стюардесс, кстати, признаются, что никогда не пьют в самолете горячую воду, кофе и чай. А им можно верить. Секреты экипажа. Интересный факт. Для пилотов, бортпроводников и пассажиров предусмотрено разное меню. В рационе летчиков исключены трудноперевариваемые продукты – бобовые, капуста и прочее, и блюда из рубленого мяса.
В них чаще, чем в филе, могут оказаться бактерии. Суточная норма для членов экипажа составляет 3500 калорий. Для пассажиров этот показатель меньше, ведь большую часть полета они сидят или полулежат и тратят минимум энергии. Вы когда-нибудь замечали, что командир и второй пилот едят разные блюда? Это не прихоть и не результат спора о том, кто что будет есть. На самом деле, это мера безопасности. Авиакомпании таким образом снижают риск, что оба пилота могут получить пищевое отравление одновременно. Представьте себе ситуацию. Оба пилота съели одно и то же блюдо, и оба почувствовали себя плохо во время полета. Кто будет управлять самолетом? Конечно, есть автопилот, но в критической ситуации нужны живые, здоровые люди за штурвалом. Поэтому капитан и второй пилот всегда едят разные блюда. Более того, часто один из них вообще не ест во время коротких рейсов, чтобы не рисковать. Угадайте, кто? А знаете ли вы, что существует специальная система, предотвращающая совместные полеты пилотов, которые недолюбливают друг друга? Все экипажи составляют список коллег, с которыми им бы не хотелось лететь в одном самолете. Эта информация учитывается при составлении расписания. Представьте себе, два пилота, которые терпеть не могут друг друга, вынуждены провести несколько часов в тесной кабине, принимая важные решения и координируя свои действия. Звучит как рецепт катастрофы, не так ли? Поэтому авиакомпании очень серьезно относятся к этому вопросу, ведь конфликт в кабине пилотов может привести к серьезным последствиям. Теперь, внимание, я раскрою вам главный секрет бодрости стюардесс. Вы когда-нибудь задумывались, как им удается выглядеть свежими и отдохнувшими после многочасовых перелетов? Дело в том, что на борту многих самолетов есть потайные комнаты отдыха для экипажа. Эти секретные помещения расположены над пассажирским салоном и оборудованы удобными спальными местами. Представьте себе, пока вы пытаетесь устроиться поудобнее в своем кресле, прямо над вашей головой стюардесса может спокойно спать на полноценной кровати. Конечно, эти комнаты маленькие и тесные, но они позволяют членам экипажа по-настоящему отдохнуть во время длительных перелетов. Поднявшись по узкой лестнице, бортпроводники попадают в отсек отдыха. Один сзади для бортпроводников и два спереди для пилотов. На кроватях есть подушка и одеяло, а также ремень, который надо пристегнуть, если человек хочет поспать. Стюардессам разрешен контролируемый отдых, то есть определенное время на отдых, которое зависит от рейса и коллеги. Так что в следующий раз, когда вы не увидите милую стюардессу, возможно, она отдыхает прямо у вас над головой. Классовые различия и безопасность. Эконом-класс бывает сущим адом. Плачущие дети, посторонние запахи, теснота и никакого места для ног. Многие мечтают полететь первым классом. Роскошное кресло, изысканные блюда, шампанское. Но стоит ли оно того? Оказывается, разница между первым и бизнес-классом не так уж велика, а вот в цене огромная. И первый, и бизнес-класс во многих авиакомпаниях предлагает качественное питание из нескольких блюд, иногда с фарфором и стеклянной посудой, а также плюшевые подушки и одеяло. А в бизнес-классе нередко бывают доступны даже пижамы. Сейчас многие компании улучшают услуги для бизнес-класса и планируют вообще отказаться от первого. Единственное заметное различие заключается в том, что в первом классе сиденья побольше, а иногда вдобавок есть собственный люкс, а также приятные бонусы в меню, например, шампанское или виски. Но огромная разница в цене не отражает минимальной разницы в обслуживании. В среднем билеты бизнес-класса стоят примерно в 2 раза дороже, чем эконом-класса, в то время как полет первым классом стоит аж в 6 раз дороже, чем в экономе. Проще сэкономить деньги и заплатить за более дорогой номер в отеле. А что думаете вы? Интересный факт. Некоторые авиакомпании начали предлагать промежуточный класс обслуживания между экономом и бизнесом. Это так называемый премиум-эконом. Вы получаете немного больше места для ног, улучшенное питание, но платите значительно меньше, чем за бизнес-класс. Многие путешественники считают это оптимальным соотношением цены и комфорта. И напоследок, самый важный вопрос. Где самое безопасное место в самолете? Этот вопрос волнует многих пассажиров, особенно тех, кто боится летать. Исследования показывают, что это среднее сиденье в задней части салона. Шанс выжить там при аварийной посадке достигает 72%.
А вот места у прохода в средней части самолета наименее безопасны. Представьте себе самолет как огромную стрелу. При аварийной посадке передняя часть принимает на себя основной удар. Задняя часть страдает меньше всего. А среднее сиденье обеспечивает дополнительную защиту по сравнению с местами у прохода или у окна. Но не спешите менять свою бронь. Важно помнить, что авиакатастрофы – чрезвычайно редкое явление. Вероятность попасть в авиакатастрофу составляет примерно 1 к 11 миллионам. Для сравнения, вероятность быть пораженным молнией 1 к 500 тысячам. Так что, по большому счету, где бы вы ни сидели в самолете, вы в безопасности. Малоизвестные факты о полетах. А теперь давайте поговорим о некоторых интересных фактах, о которых вы, возможно, не знали. Вы когда-нибудь замечали маленькую дырочку в иллюминаторе? Она там не просто так. Это отверстие играет важную роль в поддержании давления в салоне. Иллюминатор состоит из 3 слоев стекла. Внешний слой несет основную нагрузку. Средний служит запасным, а внутренний – это просто защита от царапин. Дырочка находится в среднем слое и уравнивает давление между слоями стекла. Заодно она не дает окнам запотевать или леденеть. Ведь главная радость полета – это смотреть на пейзажи и облака. Кстати, вы задумывались, что это за треугольники разных цветов, которые встречаются по всему салону? Они показывают экипажу, из какого окна лучше всего можно разглядеть крылья самолета, что позволяет пилотам или бортпроводникам проверить, нет ли проблем снаружи. А знаете ли вы, почему в самолетах всегда так холодно? Это не просто прихоть авиакомпаний. Прохладный воздух снижает вероятность обморока у пассажиров. Дело в том, что при низком давлении в салоне кровь хуже циркулирует, а холод помогает сердцу лучше качать кровь. Интересный факт. Самолеты на самом деле не полностью герметичны. Воздух в салоне постоянно обновляется, частично забираясь снаружи и смешиваясь с рециркулируемым воздухом. Полная замена воздуха происходит каждые 2-3 минуты, так что не беспокойтесь о спертом воздухе в салоне. Да, рециркуляция воздуха может способствовать распространению микробов, но это не опасно. Современные самолеты оборудованы сложными системами вентиляции и фильтрации воздуха, которая значительно снижает риск передачи инфекций. Около 50% воздуха внутри кабины рециркулируется, а оставшиеся 50% поступает извне, после прохождения через двигатели. Этот воздух проходит через высокоэффективные воздушные фильтры, удаляющие до 99,97% частиц, включая бактерии и вирусы. Воздух в салоне самолета движется вертикально, сверху вниз. Это означает, что воздух подается сверху и уходит вниз, уменьшая горизонтальное распространение частиц между пассажирами. И риск заражения в самолете во многом зависит от непосредственной близости к инфицированному человеку, а не от системы вентиляции. Распространенные мифы про авиаперелеты. Начнем с мифа о турбулентности. Многие пассажиры паникуют, когда самолет начинает трясти. Но давайте посмотрим на факты. За всю историю коммерческой авиации не было ни одной катастрофы с летальным исходом, вызванной исключительно турбулентностью. Современные самолеты спроектированы таким образом, чтобы выдерживать гораздо более серьезные нагрузки, чем те, с которыми они сталкиваются во время полета. Интересно, что большинство серьезных авиационных происшествий случается не в воздухе, а при взлете или посадке. Это говорит о том, что сам полет – наиболее безопасная часть путешествия. Теперь давайте поговорим о мобильных телефонах. Многие уверены, что включенный телефон может привести к катастрофе. На самом деле это не так. Современные самолеты оснащены надежными системами навигации и управления, которые защищены от помех, создаваемых мобильными устройствами. Однако просьба выключить телефоны или перевести их в авиарежим все же имеет смысл. Это снижает вероятность даже минимальных помех для навигационных систем, особенно в старых моделях самолетов. Кстати, о навигации. Существует миф, что самолеты летают исключительно на автопилоте. Действительно, автопилот выполняет значительную часть работы во время полета. Но это не означает, что пилоты просто так сидят и ничего не делают. Они постоянно контролируют все системы, общаются с диспетчерами и готовы в любой момент взять управление на себя. Многие верят,
что в самолете можно открыть дверь во время полета. Это абсолютно невозможно. На высоте полета коммерческих самолетов разница между давлением внутри салона и снаружи настолько велика, что дверь буквально запечатывается этим давлением. Кроме того, двери современных самолетов оснащены специальными системами блокировки. Многие также верят, что маленькое отверстие в корпусе самолета может привести к катастрофе. На самом деле, самолеты спроектированы так, чтобы выдерживать небольшие повреждения. Системы контроля давления могут компенсировать небольшие утечки воздуха. Серьезные последствия могут возникнуть только при значительном повреждении корпуса. Что касается чистоты в самолетах, то здесь есть над чем задуматься. Генеральная уборка в самолете проводится не чаще одного раза в месяц, а между рейсами делается лишь косметическая уборка. Поэтому не лишним будет иметь при себе дезинфицирующее средство. Многие пассажиры любят аплодировать после удачной посадки. Однако для экипажа это может выглядеть как оскорбление. Ведь обеспечение безопасного полета – это их работа, а не игра в рулетку. И напоследок, давайте развеем миф о черном ящике. Во-первых, он вовсе не черный, а ярко-оранжевый, чтобы его было легче найти. Во-вторых, это не ящик, а бортовой самописец, который фиксирует все данные о полете. И в-третьих, его практически невозможно уничтожить. Он спроектирован так, чтобы выдержать даже самые серьезные аварии. Надеюсь, эта информация была для вас интересной и познавательной. Помните, что авиаперелеты остаются одним из самых безопасных видов транспорта. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А в комментариях расскажите, какой из секретов удивил вас больше всего. До новых встреч! Пусть ваши путешествия будут безопасными, комфортными и полными удивительных открытий.